Всем привет! Битва за корону, первый этап. В этом ролике будем бить Порт Мороза. Рассмотрим три команды. Это будет у нас яд, неустрашимость и аура. Баф у нас на этой неделе получается на яд здесь. Увеличенный урон будет от яда на 30%. Босс весьма противный, так как кидает и ослабление, и рассеивает с нас усиление. И при этом он еще и чистится. Также кидает на себя усиление защиты, поэтому если сравнивать с центром, то здесь посложнее и урона будет поменьше, понятное дело. Но ничего страшного, присаживаемся поудобнее, погнали к обзорчику команд. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Начнем с команды яда. Серпентемис у нас полностью в урон, таланты использую вот эти, расстановочка вот такая. Рейд у нас впереди, делаю ее вот так, именно она у нас будет раздавать точность, также донатный артефакт на ней. Ну и шмотки на дебаф, на отхил, в плане урон от хила. Также Twitch, таланты взял вот эти, раздача атаки, урон вокруг себя и ракушка будет именно на нем. Сакридея в кукольнике, рога и раздача атаки. Ну и лавкач у меня он с артефактом, также будет раздача атаки и увеличение дополнительного урона. Таланты вот эти. Эта шмотка тут не обязательно, просто потому что, так будет полезнее. Немножко. Тайминги использую вот такие. Более-менее нормально с ними зашло. За счет того, что рейда кидает замедление, поэтому особо прям какие-то циклы выстроить здесь не получится, потому что боссы будут в разное время все равно ходить. Из-за того, что у них у самих цикл сбивается, поэтому прям четко здесь сделать не получится. Но все равно более-менее нормально. Ну и почти 3 миллиарда получается на этом форте набить. Что, собственно, неплохо. Плюс можно париролить и урона, возможно, будет больше. Следующая команда у нас команда неустрашимости. Особо с прошлой ничего и не менял, потому что, тут мы все равно цикл сбиваем стражам. Плюс они с нас и усиление рассеивают, поэтому очень здесь неприятно. Причем ходят в разное время, потому что Маштур их замедляет. Но все равно давайте-ка рассмотрим ее поподробнее. Расстановочка у меня вот такая. Если есть Таривол, можно поставить Таривола, но здесь, наверное, все-таки лучше с Сельвой, потому что она будет чистить хотя бы. Тайминги здесь использую вот такие. Более-менее что-то как-то получается набить с ними. Сельва у нас в кукольнике и урон вокруг себя. К сожалению, цеплять она будет только Женю. Настю не будет доставать. Все из-за расстановки, потому что у нас 5 милишников, очень тяжело здесь нормально встать. Кульвида раздача атаки, также вешает дебафы и верха на скорость атаки. Ну и в разломе, соответственно. Гуиновивр полностью в урон. Настенка, пока что вот так одел, потому что не во что, поэтому скорость атаки и раздача атаки. Ну и Маштур, сет на отхил, сет на щиты и верха просто для статов. Все как-то вот так и донатный артефакт. Сейчас быстро покажу, как они вообще встают. То есть самое главное, что Сельва достает в принципе своими навыками и сопротивление к урону, снижение именно, оно будет висеть на всех элементалях, поэтому в принципе дисбаланс она вешает и продляет ослабление, когда дисбаланс висит, поэтому функцию она свою выполняет. Ну и иногда еще и Кульвида сюда запрыгивает, поэтому так получается урона нанести больше. По урону как-то так, хотелось бы конечно больше, но больше мы можем только на центре набить, потому что там нам ничто не препятствует. Здесь и дебафы, и разные циклы за Маштура, потому что он замедляет и полоску режет, поэтому как-то тяжеловатенько. Ну и команда ауры. Не нравится мне здесь один момент, это конкретно момент с Линкосом, сейчас я покажу, что тут происходит. Именно из-за его этого призывного существа с ульты у нас босс будет стакаться. Вот в этом вся проблема, но именно бафы, которые босс кидает, мы будем усиление защиты сбивать с помощью Анализис. И также чистится от ослаблений тоже с помощью ее. Поэтому, как-то более-менее все это выравнивается. Также по урону человек скинул скриншот. У него более-менее одета Таресия и прокачана связь. У меня просто вообще на свет ничего не прокачано. Единственное, что у него здесь Аня 5, но тем не менее 2,5 миллиарда он здесь набивает. То есть, потенциал есть. Тайминги используем именно вот такие. С ними получается лучше всего. Все у нас происходит своевременно, все четенько.
Поэтому как-то вот так делаем. Конкретно у меня Таресия в атаку, шмоток других нету, поэтому, ну, вот так вот получилось собрать. Шахла, раздача атаки и кукольник. Также сферу ей дал. И вот этот талант по-любому. Дианта. Вот эта шмотка и не обязательно, на переправев вверху обязательно. Далее сет на ослабление и кровотечение, чтобы она, получается, дала дополнительный стак ослаблений. И, соответственно, с этого сета будет висеть уже 2 стака. Линка с раздачи атаки. Вот этот сет ему дал. Хотя и без него ненормально живут. Ну и донатный артефакт. Анализис, мифик на щиты, точность и вот этот сет. Также рога оленя и дал. Вот столько точности хватает, чтобы сбивать, в принципе, усиление с боссов. На этом, в принципе, все. Кому там что непонятно, пишите в комментариях. Да и просто задавайте свои вопросы. Также вступаем в телеграм-канал, в дискорд. Все ссылочки в описании. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.